ребятушки. Оба-на! Саундбарчик. Да нет, не просто саундбар. Это называется OTT саундбар. Это значит, что в этом саундбаре есть еще и ТВ-бокс внутри. То есть это полноценный ТВ-бокс со звуком. Насколько он интересен, будем разбираться сегодня. Но он интересен даже в плане того, что здесь есть Netflix, AV1 кодек. И есть Dolby Vision, кстати. И Chromecast. И смотрите. Вот, смотрите. Dolby Atmos, Dolby Vision, есть у нас Mid-Low Speaker 2, но это все мелочи по сравнению с тем, что вот этот вот саундбар может переделаться в полноценную surround-систему, а это значит, что его можно масштабировать. Можно сюда добавить тылы, можно добавить сабвуфер, а можно купить уже готовый бандл. Да, такое тоже возможно, сегодня посмотрим. Давайте сразу его распакуем, сейчас я вот так вот перехожу, и сразу его распакуем и посмотрим. Конечно же, тут уже лисичка лазили, лисички на шаловливые лапки, ну покажи свои лапки, вот так вот, давай так. Опа, вот эти вот лапки, по ним надо надавать, чтобы они сюда больше не лазили. И смотрим, давайте. Открываем. Раз у нас, смотрите, раз. И два коробочка. И даже у нас есть тут инструкция какая-то. КС3, смотрите, какая ух ты. А вот это мы оставим, сейчас мы почитаем. Так, сразу саундбарчик такой. Раз, два. Закинули. Так вот раз, распаковали. И видим. Материал ABS пластик, говорю сразу. Здесь у нас такая тканевая основа. Снизу у нас есть центр. То есть они что сделали? Здесь два динамика, здесь центровой динамик. То есть по сути можно собрать систему 4.1, но центр и боковые у нас вот здесь. Вот. Могут быть еще тылы и саб. Сверху у нас кнопка включения HDMI выбор. Это оптический SPD в Bluetooth. Это то, что управление саундбаром, чтобы вы понимали, отдельно. Потому что TV-бокс управляется отдельно. Сзади LAN RJ45 на 100 мегабит, HDMI, который в режиме саундбара может работать в режиме ERC, принимать сюда, допустим, с телевизора звук по HDMI, либо через SPD принимать. И здесь у нас есть LAN RJ45 на сотку, я уже говорил, USB 3.0 5 вольт, грубо говоря, и 18 вольт 2,5 ампера у нас с вами питание. Интересно, хорошо. Поехали, что у нас еще по комплектности. Пульт на две батарейки 3A. Пульт обыкновенный, гугловский, с цифровой панелью для OTT сервисов. Сразу говорю, здесь Mikulka M2 Plus Deluxe внутри. Это ТВ-бокс, который мы обозревали, поэтому сегодня у нас не обзор ТВ-бокса, сегодня у нас обзор саундбара. Дальше блок питания на 18 вольт 2,5 ампера 45 ватт. Неплохо. Ну, есть HDMI кабель, в принципе, и больше ни хрена. Ребят, давайте посмотрим инструкцию. А ну, читаем. Так, unpacking. Это то, что у нас тут написано HDMI RC кнопка. Ничего интересного пока для нас. Здесь расписывают, как его установить. Хорошо, нам тоже это не интересно. И все, и нафиг оно нам надо, эта инструкция. Короче, а пошли посмотрим, сколько он стоит, да? Давай, Лисичка, пойдем посмотрим, сколько он стоит, что у него заявлено по характеристикам, где можно купить, как можно масштабировать, а потом уже поставим сюда телевизор, подключим и послушаем его, да? Ну и в принципе покажу, что он как Android TV работает. Если хотите на оригинальный вот этот вот TV-бокс, который здесь в середине, внутри посмотреть обзор, то у нас есть на обзор на Mikulka M2 Plus Deluxe, пожалуйста, ссылка тоже в описании под видео, переходите, посмотрите на его возможности. А мы сегодня конкретно обозреваем саундбар. Все, подписываемся, нажимаем колокольчик, перешли. Так, смотрите, зверечек Mikulka S3. Тут я сразу вот небольшую ремарку. Дело в том, что он есть в двух исполнениях. Есть просто саундбар масштабируемый, а есть саундбар bundle, вот такой вот саундбар Surround Speaker Home, это 4.1. У нас сабвуфер, две тыловых, и впереди у нас тут и центр, и боковые. То есть они в одном саундбаре сложены, но вот это считается система 4.1. Неплохо, $575, в принципе, учитывая то, что здесь внутри ТВ-бокс, то мы с вами понимаем, что это неплохо. Но теперь смотрите, мы рассматриваем сейчас Mikulka S3 за $220 фактически.
И вы сейчас спросите, а какой там ТВ-бокс? Там в середине стоит Micool KM2 Plus Deluxe, но со 100 мегабитным ланом. Вот такой же самый, 4х32 с Dolby Vision, с Dolby Atmos, с HDR10+, но без адаптивного Dolby Vision на текущий момент. Я думаю, что они исправят, как и делали это с Micool KM2 Deluxe, то есть это вообще не вопрос. И смотрите дальше. Что у нас есть? AV1, они заявляют VVC, а какого они заявляют VVC? Там нет. Dolby Vision и Dolby MS 12, iMlogic S905X4, 4х32 и сам по себе саундбар. Android TV 12, хорошо, все супер. И смотрите, они прям акцентируют на то, что можно купить отдельно сабвуфер и отдельно тылы. Сабвуферы, тылы есть, на цену не смотрим, они только добавили карточки, цена будет уже позже, я думаю, что в районе тылы будут в районе $100, как и сабвуфер тоже в районе $100 масштабируемых. То есть на текущий момент это просто карточка товара с товаром, которого нет, поэтому ставят 999,99, чтобы никто не купил. Если кто-то купит, они, конечно же, отгрузят за такую цену с удовольствием. Но я ссылки закину в описании под видео, со временем там цена изменится. Хотя ссылки на все я закину в описании под видео. Что они здесь пишут еще? Dolby Vision, Dolby Atmos, 4х32, Wi-Fi 6 и сам по себе саундбар, как мы видим, ERC, HDMI, то есть HDMI и работает на выход, а вы можете его подсоединить к телевизору в режиме ERC и просто принимать от телевизора звуковой сигнал HDMI для того, чтобы он не работал в режиме TV-бокса, а просто работал в режиме саундбара. Есть SPDIF. Есть LAN RJ45 на 100, USB-шка 5 вольт, которая выдает, и 18 вольт 2,5 ампера у нас питание. Ну, конечно же, 4К HDR, они тут заявляют, все красиво. Слушайте, но ни одного у них нет заявления о том, как это звучит. Громко, не громко, сколько мощность, вообще нет ничего. Поэтому будем оценивать органолептически, то есть мы будем его слушать. Вот это вот самое интересное, что мы можем сделать. Ну что, ссылки в описании под видео, подписались, мы пошли тестировать дальше. Но советовал бы сразу брать готовый бандл, потому что собрать это потом все вместе, откровенно говоря, трудновато. Теперь смотрите. Если мы работаем с ним как с TV-боксом, то есть мы его включили, и у нас активно, допустим, сама по себе внутренняя TV-бокс система, то у нас горит здесь TV-бокс, и он работает. Конечно же, вот, пожалуйста, мы можем там что-то делать, перемещаться, но сегодня не про TV-бокс. Если мы отключаем, допустим, и включаем второй HDMI, да, он переключается автоматически к HDMI ARC. Но для этого вы должны его, пошли со мной, лисичка, вы должны его подключить в выход HDMI ARC. То есть именно в этот вход должно быть включено в ARC. Он включается в режим ARC. Определяется режим и включается. То есть если я на текущий момент начну использовать телевизор в режиме, допустим, обыкновенного телевизора, он будет работать в обыкновенном режиме саундбара. То есть, слышите, сейчас здесь звук конкретно через саундбар идет, при том, что мы работаем на самом телевизоре. То есть, если я сейчас включу какой-нибудь фильм там на самом телевизоре, то он будет его воспроизводить через саундбар. Вот, слышали? То есть, он конкретно на саундбаре сейчас работает. А ну, включаем какой-нибудь фильм, Dolby Vision, Dolby Atmos, все хорошо. Давайте воспроизводим. Все пошло, Dolby Vision у нас есть, но это на самом телевизоре. И выводит звук у нас, он, кстати, через HDMI ARC, он на нем регулирует звук, как мы видим, да? 4К Android TV через ARC управление. Вот, звук идет. Сейчас мы чуть перемотаем, чтобы мы услышали какой-то звук. О, пожалуйста, все, мы выходим, потому что сейчас... Bluetooth, pairing mode. Во-во-во. Сильно громко. Я нажал случайно на Bluetooth, потому что здесь у нас сенсорные кнопки. Но как на него, допустим, как к нему подключить какой-то левый ТВ-бокс? А давайте вот я сейчас, подождите. Мы берем отдельный ТВ-бокс. Иди сюда, лисичка, покажем ребятам. Мы берем отдельный ТВ-бокс, включаем его в сеть, само собой, и его достаточно будет включить в HDMI. Если ваш телевизор поддерживает HDMI ARC, он будет звук брать с HDMI этого телевизора. Либо через SPDIF вывести напрямую на сам по себе саундбар. Он тоже это будет отлично воспринимать. Вот, допустим, мы сейчас, если включим... У нас включился ТВ-бокс, да? Да, включился. Если мы сейчас включим, например,
Видите, у нас 4К Android TV подключен. Если мы включим HDMI 2, вот он, HDMI 2, UHD стриминг, это у нас Nexon X12 по факту, то он звук должен выводить тоже сюда, на вот этот вот самый Микул. И он это делает. Если мы зайдем с вами сейчас в YouTube и включим, допустим, наш ролик, то он тоже будет воспроизводиться на этом саундбаре. О! То есть воспроизводит на нем. Интересно, можно этим пультом регулировать дополнительно громкость? Да. То есть в режиме HDMI ARC этот пульт дополнительно регулирует просто-напросто громкость вашего саундбара. Звучит он топово. О. Громко, хорошо. Но то, что, как он звучит, мы будем оценивать сейчас уже на самом внутреннем ТВ-боксе, потому что больше возможностей. Давайте его переключим в режим обыкновенного ТВ-бокса. То есть мы переходим на 4К Android TV, и он включается. HDMI простой. То есть по факту сейчас он у нас работает просто как ТВ-бокс. Сразу хочу отметить возможность, смотрите, мы заходим в настроечки, давайте настройки устройства, заходим в экран и звук, и нас именно интересует звук. Surround Mode. Здесь мы можем с вами выбрать аудиоэффекты, и здесь мы можем с вами подключать сабвуфер, мы можем его, ну, если у нас будет сабвуфер, мы подключим, он подключится. У нас можно сабвуфер и Surround Enhance, это тылами управлять. То есть они тоже сюда подключаются. В расширенных настройках звука мы можем с вами выбрать форматы, мы можем с вами расширить диалоги, это значит центральный канал, и включить-выключить, допустим, поддержку SPDIF. Да? Теперь расширенные настройки экрана. Здесь у нас, в принципе, ничего интересного. Есть автофреймрейт, как мы понимаем, и есть масштабирование текста. Что, как у ТВ-бокса, здесь есть в дополнительных параметрах, это поддержка до 4К 60 Гц и постоянный HDR. Но постоянный HDR очень интересный. То есть здесь, если у вас Dolby Vision телевизор, то здесь будет постоянный Dolby Vision. Кстати, HDR можно полностью в SDR выключить, конверсию. У вас будет постоянный Dolby Vision, но с адаптивом в HDR10. Вот это, кстати, они сделали классно. То есть, если я сейчас перейду и включу, например, смотрите, Magic Forest, давайте, мы увидим, что Dolby Vision переключился в HLG. И здесь мы, кстати, начнем оценивать звук. Оценивать звук здесь начнем. Звук действительно очень громкий. Он действительно очень громкий. По басистости не хватает сразу сабвуфера, но мы сейчас дождемся. Хотя встроенный какой-то резонатор у него есть, он прям чувствуется. Да, в этой части. Создается эффект звучания по кругу. Да. О, прям, вы знаете, басок прям есть, даже без сабвуфера бас чувствуется. А ну поднеси телефон поближе, для того, чтобы он записал звук. Он пишет хороший стереозвук. Слышишь, прям, да, такой, прям дрожит. А ну, давай что-нибудь покладем мелкое, чтобы оно... Ах, Bluetooth, HDMI. Не-не-не, какой Bluetooth, не надо ничего. HDMI ARC. Отменяем. Не HDMI ARC. Включим простой HDMI, да. HDMI. Поняли? Здесь все, короче, включается-выключается. Неплохо. Звучит неплохо. Действительно, у меня есть чем сравнить. Звучит на уровне LG какого-нибудь 5-го поколения. Вот были такие саундбары, они раньше очень активно продавались, не продавались, они давались в нагрузку к телевизору, просто как подарок. И он именно так звучит. В случае, я не слышал его с тылами, не слышал в случае с расширением, да, допустим, сабвуфера. Но то, как он звучит, он неплох. То есть это на уровне, это однозначно лучше, чем любая аудиосистема телевизора. Даже самого классного, вот у меня LG, кстати, дома 9 серии с Dolby Vision, у него 2 сабвуфера есть и 2 колонки, да, там какой-то эффект такой прикольный. Но этот прям неплох. Это такой достаточно глубокий саббас. Мне не хватает каких-то регулировок пресетов. Хотя мы сейчас посмотрим, если здесь, допустим, такие регулировки в самих настройках, ну, они должны были бы быть, эти настройки, да, то есть в Sound Mode. У нас есть какие-то аудиоэффекты. А ну, давайте, user. Да, смотри, есть Bass Enhancer.
При этом есть Bass Enhancer в разных моментах. Если у вас есть, допустим, сабвуфер, да, то будет вообще классно. Еще и левелер есть. То есть мы можем с вами левелером управлять. Что у нас есть? Диалог Enhancer есть спикер Virtualizer. Это знаете что? Это он создает эффект звука, когда у вас, например, там 2-3 колонки. Это знаете что это такое? Это очень простыми словами шпатель аудио. Да? Кто знает, что такое спатель, его обычно шпатель по-немецки называется. То есть можно что-то настраивать, хотя самого эквалайзера как такового нет, к сожалению. То есть бас вы можете энхейсить, вы можете энхейсить просто-напросто расширять диалоги, то есть вот так вот это работает. Что именно в качестве Smart TV бокса, да, что можно сказать, то что внутри, можно ли его использовать без того же самого TV бокса эту штуку? Можно. Skyward Digital, достаточно неплохая конфигурация 4:32, и у него такая же проблема с этим постоянным HDR, такая же, как и была у Micool KM2 Plus Deluxe на старте продаж, но они потом сделали адаптивный Dolby Vision. Я думаю, что здесь делают то же самое. По крайней мере, надо писать в поддержку постоянно. Сеть у нас с коннектом 866, Android 12 на текущий момент, но надо добиваться 14, потому что на KM2 Plus Deluxe 14 пришел. Ну и в принципе тут все. Больше ничего такого интересного нет. Из 5 ГГц Wi-Fi, ну давайте сейчас посмотрим. Давайте. Посмотрим, что у нас получится. Да, то же самое, до 300 мегабит спокойно будет вытягивать тот же самый 5 гигагерцовый Wi-Fi, что в принципе хватит для любого кино. Есть сертифицированный Netflix, YouTube 4K 60 FPS, Dolby Vision, Dolby Atmos Netflix будет вытягивать. Ну, кстати, хотите, я сейчас Netflix запущу, тоже покажу вам, что он Dolby Vision, Dolby Atmos. Очень прельщает то, что он по HDMI ARC может работать с внешними устройствами, с TV-боксами внешними, с телевизорами внешними. И если вас, допустим, не устраивает начинка, у вас помощнее TV-бокс, звучит он неплох, ну действительно неплох. А, кстати, кодек инфо я ставил. Вот хотел посмотреть, что у нас по кодекам внутри. AC3 аппаратный, FFmpeg. Давайте, это не то. MPEG-L2 тоже. DTS есть аппаратный, DTS HD есть аппаратный. То есть здесь Dolby True HD нету, но в принципе, как мы здесь поймем, у нас есть аппаратное декодирование объемного звука, чего в принципе хватает даже если для расширенной версии. По Netflix, давайте покажу вам, могу еще проиграть там чего-то через коди, можем проверить вам, что он декодирует. Давайте сейчас включим какой-нибудь фильм, ну что там, а есть тут Dolby Vision, Dolby Atmos? Да, есть, смотрите, Dolby Vision, Dolby Atmos, сейчас включаем, он Atmos, пожалуйста, воспроизвел. Значит, он его декодирует. Dolby Atmos, кстати, через Dolby Digital Plus. Сейчас вперед. Пожалуйста, Dolby. Слушай, ну прям звук неплох, да? Вот прям он создает какой-то эффект объемности. Слушай, смотри. Резонирующие места. Спереди здесь нет. Резонирующие есть по бокам. То есть, скорее всего, из-за этого создается объемный звук. И у нас есть, видите, центральный канал такой, и он чуть-чуть сабовый снизу. Но прям объемный звук создается. Неплохо, очень неплохо. Хорошо. Кстати, у нас, видите, по дабл-тапу появляется вот такая штука. То есть у нас можно закрывать недавние приложения. Хорошо. Кстати, что у нас есть в общих приложениях? Сейчас мы с вами пойдем посмотрим. Давайте. Это что у нас? Android? Да, это у нас Android TV. Кстати, очень похож на Google TV, да? Установленные приложения. Это все, что есть. Давайте запустим коди. Неплохая штука. Я бы, если покупал, то покупал за $576. Аудиосистема полноценная с сабвуфером. Прям очень неплохо. Так, включаем с вами режим эксперта. Идем в аудио, смотрим, что, во-первых, он видит. Он, в принципе, видит все. А мы послушаем, сможет ли он звук вывести, тот, который нам надо. Давайте. Файлы. Понимает NTFS и XFAT диски. Это хорошо. А, кстати, вот если сразу нам тестировать профили Dolby Vision, давайте 5-й, 8-й профиль проверим. Да,
декодирует, так как Dolby Vision постоянный, то в принципе надо тише сделать. Да, 5-й, 8-й профиль он декодирует вообще без проблем. Гольф? Все, не вопрос. Хочешь увидеть, как я замахиваюсь? Ты можешь... Так, а ну попробуем Dolby Digital Plus, он будет ли воспроизводить его на декодировании? Да, он его воспроизводит, я сразу слышу звук. Хорошо, Dolby True HD на декодирование будет, он должен его либо даунсэмплить, ну просто главное, чтобы звук был. Dolby True HD молчит. Dolby True HD он не может, видите, он его даже и подвис. Хорошо, DTS, HD Master Audio, у него есть в принципе лицензия, это DTS-X, мы не слышим DTS-X, DTS HD. Не, DTS HD не выводит на проброс, давай такой lossless. Внутренний только Dolby. В принципе, они и заявлялись, кстати, мы с вами читали, что они заявлялись Dolby Digital, Dolby Atmos и Dolby Mat 12, да. То есть, ну, что мы в принципе и видим. То есть, обыкновенный Dolby Digital воспроизводит, и Dolby Digital Plus, и Dolby Atmos. Ну, вот мы слышим только Dolby Digital Plus, по сути, и Atmos через Dolby Digital Plus, и обыкновенный Dolby Digital. В принципе, через Vimeo Media Player мы можем даунсэмплить это все дело. Кстати, мы зря не установили Vimeo Media Player. Давайте его сейчас прям установим при вас. И, во-первых, посмотрим на автофреймрейт. И вот уже можно будет заканчивать. То есть сам он по себе воспроизводит. Подойдет он хорошо для фильмов. Для музыки, да, возможно, подойдет. Но в основном все настройки, которые там есть, они касаются конкретно диалоговых каких-то моментов. И конкретно каких-то моментов для просмотра, скажем так, фильмов. Диагностика. Автофреймрейт есть во всех частотах, есть HDR, HLG, Dolby Vision, тут как бы вопросов нет. И в настройках мы можем в аудио, давайте многоканальная коррекция, DRC, ну, сейчас, использовать pass-through, давайте конвертировать из, давайте DTS HD, Dolby True HD и DTS, конвертировать в, ну, давайте в AC3, у нас аппаратный AC3 есть, и попробуем, сможет ли он это все дело реализовать. Ой, сейчас мы откроем, заново перейдем и проиграем тот же самый DTS Long Lossless, да? Давайте попробуем проиграть. Слушайте, работает очень-очень резво. О, есть. Все, то есть все равно вы DTS HD, DTS HD Master Audio сможете здесь просмотреть, прослушать. Тот же самый Dolby True HD теперь интересно, он у нас через коди в прямом пробросе молчал. А ну, попробуем. Да, все, я уже звук слышу. Слышно, да? В принципе, все. Ребят, да, работает, да, неплохо, даже для ТВ-бокса внутри. То есть, почему не было сейчас, вот, давайте я даже одену очки, чтобы быть таким умнее казаться. Почему не было сейчас такого детального разбора ТВ-бокса? Это тот же самый Микулка M2 Plus Deluxe, вы можете пойти на наш канал, посмотреть его полный обзор. Сам по себе саундбар. Как саундбар хорош, вообще вопросов нет. Мы его слушали, я вам честно скажу. У нас, как это передать через обзор, мне трудно сказать. То, что он лучше, чем большинство саундбаров Redmi, Xiaomi и тому подобное, это однозначно. Лучше, чем практически все телевизионные системы, это просто однозначно. Хотите объемный, берите сразу бандл 4.1, да, звук у нас получается. То есть, по сути, у нас будет с вами... Здесь две колонки, два тыла и один саб. Да? То есть, если учитывать, что у нас здесь есть еще центр снизу, то, в принципе, на 5.1 можно натянуть на какой-то псевдо 5.1, но не суть-то дела. Нормальная система, нормально звучит, нормально работает, можно использовать без ТВ-бокса, можно дожать, в принципе, поддержку на патч для того, чтобы сделали адаптивный Dolby Vision, это вообще не вопрос. Очень классно, что через ERC может работать от телевизора, может работать от сторонних ТВ-боксов, воспроизводить звук. Очень хорошая тема. Рекомендую. Ссылки в описании под видео. Мне очень понравился. Звучит вот так вот на такую, знаете, если брать из 10, то на 6,5-7 железно. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.